Привет, я Юля Сайфан, художница. Еженедельно я показывала свои новые работы. В последнее время я сделала перерыв, может быть, в месяц или полтора. Не было подобных просмотров. Для меня важна ваша поддержка. Если под моими видео нет комментариев и их мало смотрят, я не вижу смысла в том, чтобы продолжать их снимать. Мне подарили сет акварели Невская палитра, 24 цвета. Мои воспоминания из художественной школы и из художественного училища. На первых 2 курсах я писала акварелью. Не самые радужные. С этим материалом может быть мало спонтанности, нужно много знать о нем для того, чтобы им работать, планировать, делать предварительный тщательный рисунок, переводить этот рисунок на чистый лист, чтобы не был грязная бумага. Примерно с 3-го курса художественного училища я писала уже маслом и наслаждалась пастозностью, непрозрачностью его. Поэтому акварель долгое время лежала вообще в стороне. И беру я ее в руки, мою старую акварель, старую коробку акварелью, крайне редко. Всем известно, что акварель прозрачный, текучий материал. Мне же нужно было использовать это в своих интересах, вплести в ту технику, которую я в последнее время делаю. Я загрунтовала свой картон специальной грунтовкой, это называется джессо. Я об этом не раз рассказывала. Я туда добавляю какой-то цвет или акриловую краску, или гуашевую, тонирую этот грунт и сверху пишу. Попробовала по-своему приноровиться к прозрачности материала. Если писать акварелью с белилами, это смело можно назвать гуашью. Никогда, по крайней мере у меня, что-то новое не получается сразу. Поэтому работа выглядит немного грязной, потому что есть где-то каплями акварель, где-то на фоне уже гуашь. Сейчас я склоняюсь к тому, чтобы смешивать акварель и гуашь. Начинать писать акварелью, продолжать гуашью. Если нравятся куски прозрачные, которые в сочетании с непрозрачными. Было бы настроение развлечься красками, а сюжет найдется всегда. Здесь снова начинала акварелью и заканчивала гуашью. Хотела сделать что-то с фактурой шерсти. Меня не устроила ни композиция, ни цвет в этой работе, поэтому я продолжила эту тему, уже написала другую собаку с цветами. В этой работе меня больше, чем в предыдущей, устраивает работа с цветом и с композицией. Падающий свет на шерсти собаки я писала восковыми мелками. Эту работу я также начинала акварелью, заканчивала гуашью. Немного тронула карандашом акварельным. Процесс записала и собираюсь показать здесь на ютубе. Кошка идет по снегу, немного проваливается. Очень люблю недосказанность, минимализм, простор для фантазии зрителя.
Процесс этой работы также собираюсь показать на моем канале. Эту работу я выполнила на заказ. Как видите, здесь тоже акварель и гуашь. И тоже по не впитывающему акриловому грунту. Захотелось немножко глубины, показать пространство, которое за девочкой. Акварель в тюбиках, на мой взгляд, сейчас намного удобнее, чем в кюветах. Если бы мне был близок этот материал, то непременно я бы покупала в тюбиках. Этот канал по-прежнему не монетизирован. Следовательно, единственное, что меня держит, это обратная связь, ваша обратная связь. Оставляйте комментарии. До встречи на моем канале. Пока.